Всем привет! Вы на канале Ольга Знаю. Меня зовут Оля. И сейчас мы с вами сделаем расклад «Новость на пороге». Или «Что спешит в твою жизнь?» Да? Стучит. Прям вырвалось слово «стучит». Ну давай, что стучит в твою жизнь, о чем ты вскоре узнаешь? Ух ты! Гармония, умеренность, сила. Так. То, с чем ты боролась, то, что тебе не давало покоя, оно скоро уйдет. Уйдет. Какие-то активные энергии в пространстве. Что-то прорабатывается, что-то заканчивается. С чем это может быть связано? Вот и бозички. Это очень похоже на встречу. Силы ведут тебе встречу с каким-то хорошим человеком. Человек, который который гармонично впишется в твою жизнь. И эта встреча уже близко. Уже близко. Смотри, это может быть связано либо с деньгами, с бизнесом, с развитием, либо же с семьей. То есть с построением семьи. Человека этого ты не знаешь. Вот человек этот стучится. Стучится в твою жизнь. Что высшие силы? Тут сила вышла. Что высшие силы хотят тебе сказать об этой встрече? Ты будешь победителем в любом случае. Хоть это семья, хоть это деньги. Ну, то есть, либо бизнес, да, либо отношения. Для тебя эта встреча будет гармоничной. Ты ощутишь удовольствие, счастье, радость, победу. Ты этого ждала или ждал. И после этого ты вот прям, знаешь, как выдохнешь и успокоишься. Давайте так, если это карьера, деньги, бизнес. Рост. Твой рост. Какие-то ограничивающие обстоятельства, они уходят из твоей жизни. Пространство выравнивается, если это деньги, бизнес, да. Ты начинаешь зарабатывать столько, сколько тебе нужно. Открываются дороги, спадает пелена с глаз, ты вырастаешь до уровня императрицы в своем деле, в своем бизнесе. Возможно, кто-то открывает свой бизнес, начинает чем-то руководить, да. Императрица – это старше, выше. Для кого-то идет повышение, либо смена работы, но на ту, о которой ты мечтала. Ты будешь зарабатывать столько, сколько хотела. Если это касательно встречи с человеком для отношений и построения судьбы, семьи. Хотела сказать семьи, сказала судьбы. Вот он, девочки. Король кубков мчится в вашу жизнь, чтобы предложить вам руку и сердце, чтобы сделать вас своей королевой пентаклей, своей женой. Спешит с предложением. Рыцарь кубков. Боже, вы с ним прекращаете борьбу за себя, борьбу за свою жизнь. Вы с ним, ваш этот период неудач, несчастья заканчивается в вашей жизни, и вы с ним, знаете, как за каменной стеной. Вот такая вот у нас история. Так, что еще? Мчится, стучится, спешит в вашу жизнь. Что еще? Прекрасно. Прекрасно. Что за дьявол? Обалдеть. Что за дьявол? Повешенный. Что за повешенный? Смерть. Это какая-то
ужасная, вот прям мега ужасная история в вашем доме, либо в вашей семье, в вашем близком окружении. Вы этого ждали, она заканчивается. Ну, естественно, здесь очень похоже на какую-то магическую историю. Дьявол, повешенный и смерть. Сейчас, секунду. Смотрите как. Если это было что-то связанное с подкладиками, да, с подкладами, с подарочками, в кавычках, от людей, которые несли в себе программу уничтожения, это сейчас очищается. Если вы делали чистку, это сейчас очищается, уходит. Уходит. Вы прям... Почему это так вылезло? Что вы заметите? Что вы на физике заметите? Вы заметите прорыв в жизни. То есть эта программа, которая тормозила, которая негативно влияла, она сейчас уходит, как дочищается. Вы ждали, вы что-то делали, вы ждали, да? Вы почувствуете прорыв, вы почувствуете набор энергии, вы почувствуете силу, вы почувствуете радость, любовь к жизни. Вы будете наполняться энергетически. То есть эта штука, хоть это подклад, хоть это вообще любое какое-то магическое воздействие, оно сейчас уходит, снимается. Вы почувствуете наполнение. Наполнение. Хорошо. От кого было это негативное воздействие? Опять же, хоть просто какая-то, да, ситуация бешеная, дурная, какая-то негативная в вашей жизни, в вашей семье, в вашем доме. Хоть действительно это магический негатив. От кого это исходило? Это кармическая проработочка на вашу самоценность. Ну, куда без него, от короля жезлов, конечно же. Кармическая история. Вот прям король жезлов исчезает. Да, он исчезает, вы остаетесь наедине. А у него там башня, у него борьба за свою жизнь. А у вас пелена с глаз падает. У вас падает с глаз пелена. Вы считали, что этот человек действительно хороший, любимый, родной. Ну, как минимум, просто хороший, да? У вас падает пелена с глаз. И что вы увидите? Вы увидите все его деяния, как он вам портил жизнь, как он вам разбивал сердце. И вы теперь окончательно поставите точку. Здесь высшие силы что скажут нам об этой истории, об этой ситуации? Пройдено. Страшный суд. Конечно, пройдено. Конечно, пройдено. Время пришло избавляться от негатива в вашей жизни, в вашей семье, в вашем доме. Опять же говорю, хоть это негатив просто социальный, да, хоть магический. Время пришло избавляться от ненужных людей, время пришло избавляться от ненужных вещей. Для вас это только в радость. Дальше вы сами вершите свою судьбу. Дальше вы сами руководите своей жизнью. Интересненько. Что еще стучится, спешит, гремит в вашу жизнь? Так, жесткий какой-то разговор, которого вы пытались избежать. Разговор, который раскроет много тайн, выведет на чистоту. И что, этот разговор произойдет, да, у нас? Да, этот разговор происходит у вас, и он вам во благо. Вы остаетесь по итогу довольны. То есть какую-то тайну вы узнаете, тайну, которая от вас долго скрывалась. Вы прям с человеком поговорите. Да, поговорите, и, скорее всего, вы будете инициатором этого разговора. Интересно. А до этого человек что?
морозился, как до этого вел себя человек. Жил в свое удовольствие, прикидывался дурачком. И до вас не доходила эта информация. Как раз таки он от вас ее прятал. Молчал. Возможно, молчал. А для чего вам эта информация? Вот, по большому счету. Для продвижения, для прорыва. То есть то, что от вас скрывали, вы сейчас станете инициатором, вы поговорите, разговор состоится. Разговор состоится по душам, по иерофанту. И вам этот разговор, знаете, вот как тумблер переключили, дороги открыли, светофоры все зеленые, и вы дальше идете в развитие, в новую жизнь. Вы просто делаете прорыв, рывок какой-то новый. По большому счету, к чему это вас приведет? Так, ну, император. Вы встречаете императора. Заканчивается тяжелый этап вашей жизни. Возможно, этап как раз-таки скрытостей, подлостей, да, обманов каких-то, недомолвок. А что этот император будет, какое значение будет иметь этот император в вашей жизни? Так, от прошлых предательств он вас защищает. Смотрите. Кто-то в суд подаст, кто-то на развод, кто-то на раздел, да? Встречаете какого-то мужчину. Мужчина может быть каким-то юристом, и он вас защищает от этого предыдущего. А кто-то просто поговорит на чистоту, поставит все точки над «и» и скажет: давай, дорогой, я дальше в жизнь без тебя. И вы встречаете императора, который становится вашим мужем. И он защищает, опять же, вас от подлости, предательства в прошлом. Вот такой итог по солнышку. Радость, счастье, любовь, благополучие. Что еще стучится, спешит в вашу жизнь? Ну так вот оно. Влюбленные. Боже, 8 пентаклей, туз пентаклей. Сейчас не влюбленные тут. Блин, закрыли мне влюбленных, не дали смотреть. Закрытая карта вышла. Здесь правильный, взвешенный выбор. Вы влюбленные, здесь про выбор. А вот уже насчет чего, это решать вам. Но здесь правильный, взвешенный выбор, который по итогу приводит вас к тузу пентаклей. Подарок от высших сил. То есть что-то вы, возможно, от чего-то откажетесь, возможно, да, от чего-то откажетесь. Выберите что-то стоящее. И выберите что-то стоящее. Здесь может быть и про отношения, да, от кого-то отказываетесь, идете дальше, и вам судьба предоставляет шанс на лучшую жизнь по тузу пентаклей. Возможно, что-то другое, не обязательно про отношения. Здесь не обязательно про отношения, но здесь четкий, взвешенный выбор, который по итогу приведет вас к улучшению качества вашей жизни. Давайте скажем так. Что еще спешит стучиться в вашу жизнь? Вы узнаете, что некий король мечей по справедливости, по правосудию получил по попе. Почему для вас это важно? Что он вам сделал, этот
король мечей. Ну, с одной стороны, он причинил вам боль и страдания, а с другой стороны, он открыл вам путь в новую жизнь. Зачем вам знать о его наказании? Потому что у вас, знаете, как ступор. Нет, не ступор, а вот именно стоп. Стоит такой стоп в голове. И пока вы этого не узнаете, вы дальше не можете по жизни сделать шаг. Ну, вам говорят, хочешь узнать, узнаешь. Узнаешь. Да, его накажут. Его накажут. Правда всплывет наружу. Он, возможно, знаете, такое ощущение, что у него давно уже эта жопочка в жизни. Да, у него давненько эта жопочка в жизни, но он это скрывал. А здесь вот всплывет правда наружу о том, то есть от кого-то вы как-то узнаете. О том, что этот человек, неважно, кто этот человек, это может быть с работы кто-то, это может быть какой-то, неважно, ну, это мужчина. Это мужчина злой, холодный, безжалостный. Он вас когда-то обидел. Вы узнаете, что у него давно уже происходят какие-то неприятности в жизни. Но он это скрывал. Это правда выплывет наружу. Вот такая вот у нас сегодня история. Все. Быстро, коротко. Учусь. Делать расклады не по 1,5 часа, не по часу. Спасибо вам за просмотр. Пусть все хорошее у вас сбудется. Плохого здесь вроде бы нету. Но если чего-то не хотите принимать в свою жизнь, не принимайте. Расклад общий. Для кого-то одна новость какая-то спешит, для кого-то все. Умейте разбираться, умейте слушать себя. Все, пока-пока.